Еще раз здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге. Подтема есть движение физического тела единого Бога. В данной структуре моего учения необходимо рассмотреть, прежде всего, необходимость выведения координатной системы расположения физического тела единого Бога. То есть в данном случае движение тела единого Бога и объявляет его месторасположение. Когда человек, увидя, как движется Бог, значит, по аналогии построит механизм собственного передвижения, то ясно, что данное движение физического тела человека будет таким, что вокруг тела человека процессы становятся вечными, такими же, как вокруг физического тела единого Бога. Ибо присутствие физического тела единого Бога имеет в оптическом диапазоне, например, отражение информации, два фактора. Это первый фактор, что физическое тело единого Бога вечное, и второй фактор — отраженная информация к нему также вечна, потому что он же создатель внешней системы, и он же является источником оптического импульса. Следовательно, отраженный фрагмент, он же его же и фрагмент. То есть Бог воспринимает отраженный фрагмент вечным. Поэтому для Бога не существует понятия разрушения, смерти, и он вполне, в общем-то, значит, адекватно, так скажем, с точки зрения человека, с точки зрения человеческого сознания, воспринимает это явление для себя. То есть адекватность выражается в том, что Бог воспринимает данное явление как совершенно нормальное в структуре его собственной жизни. Поэтому, когда человек научится также воспринимать постоянство и вечность внешних элементов реальности, то он также будет развиваться вечно, как и физическое тело единого Бога. То есть фактически человек становится вечным. Тогда процессы воскрешения в данном случае приобретают вид просто сопоставительного движения. Например, человек, двигаясь так же, как двигается физическое тело единого Бога, фактически влечет за собой восстановление ушедших, восстановление каких-то внешних элементов реальности. И когда речь идет о заболевании, то даже начало движения, значит, тела человека в ту же сторону, что и физическое тело единого Бога, влечет восстановление здоровья человека. И отсюда, кстати, видно, что вот именно принципиальная разница между именно, например, человеком, который не умирал, и человеком, который воскрес, заключается в том, что для того, чтобы воскресить человека, нужно, чтобы движение человека, то есть физического тела человека и духовного тела человека, например, души человека, вместе с физическим телом единого Бога, где понятия дух и душа, они сосредоточены именно в физическом теле единого Бога, были такие, чтобы в случае, если речь идет о воскрешении, то это движение должно носить духовный характер от человека. То есть человек должен одухотворять свой собственный путь. В случае излечения, просто когда человек еще не умирал, достаточно всего лишь навсего рассмотреть траекторию движения физического тела единого Бога. Логически это достаточно понятно, потому что здесь рассмотреть, где находится, например, физическое тело единого Бога, можно, путем, предположим, действия по оздоровлению, и одновременно свет Бога, он и несет оздоровление. Поэтому здесь достаточно, получается, первичный импульс. Отсюда, переходя уже к дальнейшей траектории развития движения физического тела единого Бога, мы рассматриваем процесс вечности фактически, который укладывается, в общем-то, в определенную, скажем так, достаточно прямую оптическую дорожку с точки зрения восприятия человека. То есть, чтобы найти воскрешенного человека в каком-то определенном месте, информации, пространства, или чтобы обязательно вылечить болезнь, мы должны рассмотреть путь, идущий от человека, например, путь света, путь идти по свету. И этот свет обязательно должен идти в сторону, значит, Бога, который этот путь дает изначально, но и который дает этот путь через сознание человека.
Вот поэтому важно формировать собственное сознание в условиях, например, самых различных ситуаций, вот, например, там, бытовых, или же целевых, или связанных с макроспасением, таким образом, чтобы, не говоря о неком, может быть, даже специальном развитии длительном сознания, а именно формировать по конкретной, в общем-то, цели макроспасения, что сознание человека, направленное в сторону макроспасения, всегда проходит этот путь практически мгновенно. Путь, где Бог дает для сознания человека свой собственный путь. Он дает ему, потому что человек воспринимает осознанно. И когда мы рассматриваем, например, данный процесс в комплексе, то видно, что все люди, они видят, как движется физическое тело единого Бога. Потому что люди могут рожать здоровых детей, могут быть здоровы и при этом делать социально значимые, полезные для общества, для себя дела. Следовательно, данное свечение, оно же построено также информацией, идущей от физического тела единого Бога, ибо единое тело создает всю реальность. Поэтому здесь можно рассмотреть любой позитивный путь как содвижение. И возникает тогда вопрос, что, зная некие положительные элементы развития цивилизации в области, например, культуры, в области идеологии, можно таким образом сфокусировать все эти оптические проявления реальности в сторону источника, что, в общем-то, источник здесь может быть достаточно просто найден. Ведь если мы видим, скажем так, много ярко выраженных оптических лучей, например, там, солнечных зайчиков или каких-то отражений, то мы все равно можем сформировать мнение, даже если источник удален, о том, где данный источник. То же самое и здесь. Рассматривая позитивные процессы развития общества, человека, мы вполне можем здесь увидеть, где было действие Бога, где его физическое тело было в движении. И когда мы, например, рассматриваем данный путь Бога, то мы видим, что движение физического тела единого Бога, оно прежде всего расположено в статике души человека, именно в извечной, изначальной статике создания души. Когда Бог создал душу человека, Он заложил фактор своего движения, своего развития в то, что душа уже максимально развита, и она имеет все знания. И отсюда получается, чтобы увидеть движение физического тела единого Бога, нам достаточно рассмотреть именно раскрывшуюся свою собственную душу, то есть душу, находящуюся в состоянии взаимодействия со всей реальностью с точки зрения технологического подхода уже, когда душа рассматривает фактор Бога как фактор действия и как фактор, в общем-то, координатный, потому что в мире, где есть вечное развитие, единственным, по сути, фактором координатным с точки зрения первичного импульса восприятия является именно движение, некий путь. А движение как объект, например, формы некой, это есть мир, раскрывающийся перед душой человека. То есть тот мир, который Бог раскрывает душе человека. И когда мы рассматриваем данный процесс, именно в общем-то, процесс в комплексе, то здесь видно, что, например, если мы хотим выделить какой-то процент первичного восприятия данного явления, то есть насколько мы сразу и полно видим данный процесс, то здесь ясно, что о процентном отношении речь идет только тогда, когда мы, в общем-то, сознательно формируем первый импульс в виде отсеченной локальной области, чтобы его осознать, рассмотреть со всех сторон. Также и Бог сформировал с точки зрения своего сознания локальный, законченный образ бесконечного мира. То есть образ человека, форма человека — это и есть образ бесконечного мира для Бога. И тогда получается, что воскрешенный человек в этой позиции, или, например, человек, которого нужно излечить, или человек, у которого нужно нормировать события, это тот человек, который, прежде всего, для Бога выявлен как человек, несущий действия по именно всеобщему развитию, как человек, который содержит в себе одновременно и все знания, и одновременно, например, уровень здорового тела. То
То есть здоровое тело – это есть, в общем-то, данность, которая у человека есть всегда, ибо внешний мир, он существует вечно с точки зрения человека. И достаточно одного фактора существования внешнего мира в вечном плане, то человек становится вечным. То есть как только человек помещает себя в эту ось познания, он имеет вечный путь развития в своем физическом теле. И с этой точки зрения, например, звездное небо или там Млечный путь, или какие-то галактики, особенно удаленные от Земли, они есть для сознания человека структуры перехода в уровень, где клетка, например, человека становится вечной. То есть, чтобы оздоровить клетку, просто даже придать ей характеристики вечности и тем самым оздоровить, достаточно мысленным взором пройтись через Млечный путь и вернуться через отдаленную галактику. Это простейший технологический прием, который говорит о том, что Бог поставил внешнее свечение в виде элементов внешнего мира таким действием, и это же действие приводит к оздоровлению, то есть к приведению физического тела человека к уровню, подобному физическому телу единого Бога, то есть уровню, когда человек вечен и тело не может быть уничтожено. В данном случае достаточно просто видно, что есть уровень воскрешения тогда. Для Бога как таковой смерти нет вообще. И вот это вот внешнее свечение вокруг человека, когда он находится, например, на оси фактически мира, да, или в центре мира с точки зрения вечного развития этого человека, он существует и живет всегда. То есть для Бога существуют определенные области, где человек находится всегда в своем истинном статусе, статусе вечного развития. Ибо физическое тело единого Бога, оно также ведь находится в центре мира фактически для человека. Также человек имеет такое же место, и поэтому, когда происходит, например, биологическая смерть, или человек имеет какое-то заболевание, что, кстати, совершенно разные понятия, как я уже сказал, принципиально разные, но тем не менее природа некого ухудшения, да, состояния, то в случае биологической смерти человек смещается больше в сторону рассеянного смещения для Бога. Там, где концентрация именно свечения оптического меньше и часто не визуализируется людьми. В тот момент, когда там заболевание, это, вообще говоря, абсолютно не влияет на картину мира. То есть человек заболевший и даже, например, там, крайне больной, он ни при каких условиях не приближен на самом деле к такому типу свечения, где есть рассеивание системы. Ну, например, биологический распад ткани – это есть рассеивание системы. А принцип равности любого объекта информации для Бога приводит к тому, что Бог начинает выравнивать ситуацию в обратную сторону. То есть фактически Бог постоянно проводит работу, в общем-то, по здоровому физическому телу человека, и причем такому телу, которое имеет технологии развития в вечность. Технологии, значит, саморегенерации, технологии вечного развития в социальном причем смысле. То есть в теле человека находится информация, которая позволяет ему, так же как Бог создал мир и цивилизация процветает, тем не менее, вопреки, например, различным войнам и так далее, у человека есть уровень, который позволяет ему точно ориентироваться в ситуации. Также излечивается и заболевание человека, как только он становится на свой путь в социальном смысле. Также и находится человек воскрешенный. Мышление воскрешенного человека – это есть путь, идущий к нам, то есть путь, идущий к тем, кто не умирал. И когда мы рассмотрим данную структуру в виде, значит, пути, идущим именно все-таки в первую очередь к живущим, то видно, что мир устроен, в принципе, в виде некой, скажем так, гармоничной системы света, где те, кто не умирал, это и свечение внешнего контура, внешнего кольца, значит, круга некого, а внутренняя система – это все, кто уже воскрес, например, да, более, в общем-то, рассеянное свечение. И в центре данного, в общем-то, в затемненном уровне находится уровень, где еще нужно воскресить, например. Или они воскресли, но не проявились. С точки зрения, например, данного круга, получается, что мы получаем некий конус, идущий, например, в какую-то из сторон. В противоположную сторону идет конус нормы событий. То есть чем быстрее мы
делаем управление или нормы здоровья, например, тем быстрее мы получаем именно золотистое свечение этого конуса, в общем-то, во всеобщем смысле. Следовательно, нормальная жизнь человека в плане его индивидуального места с точки зрения восприятия Бога, возле Бога или же для Бога, так можно сказать, и для себя, в том числе лично, это есть золотистый спектр, который охватывает все явления реальности, где ушедшие должны быть воскрешены, а у живущих должна быть норма событий, а следовательно и нормальное физическое тело, то есть практическое здоровье человека. Но когда мы говорим, что человек практически здоров, рассматриваем именно принцип практического здоровья человека, то здесь прежде всего надо рассмотреть, что это практическое здоровье формируется взглядом Бога, физического тела единого Бога или Бога от физического тела своего, на процессы отдаленной реальности. Вот здесь вот есть особенность, почему существуют некие заболевания, которые относятся, например, к разряду генетических заболеваний, или же вообще наступает биологическое старение, потому что Бог-то смотрит в бесконечную систему мира, а человек часто, например, ограничивает свое зрение, предположим, какими-то локальными проблемами, ситуациями, и поэтому получается, что если мы рассмотрим вот этот, значит, вариант, где два конуса, расходящиеся в разные стороны, начинают, например, с вершин стягиваться в одну точку внутрь этого круга, то мы видим, что воскрешенный человек, или человек, который, например, претерпел биологическую смерть, он находится в центре этого, в общем-то, уже круга. То есть получается, что сияние данного человека — это есть коллективная воля всех людей. Коллективная воля создает этого человека. То есть человек, в принципе, получается, он не может просто умереть и куда-то исчезнуть как бы вообще. То есть рано или поздно коллективная, в общем-то, как бы, может быть, даже, так сказать, в коллективном плане усиленное свечение, идущее от всех людей, это свечение формирует образ, который со временем все равно станет живым. То есть люди, формирующие жизнь. И когда мы начинаем это понимать на уровне просто оптического, что ли, в общем-то, плана управления, то, что сейчас я говорю, я в основном говорю на уровне логического именно восприятия, где дух — это система познания в данной логике. То есть познание происходит через духовный аспект, но сам фрагмент управления стоит в области логики. И тогда получается, что люди, дающие жизнь, они же действуют так же, получается, как и Бог. То есть Бог в многосложном уровне мира, где проявлена и ситуация с необходимостью решения социальных систем, политических и так далее и тому подобное, приходит к абсолютной ясности понимания, что тогда человек вечен. Вот с этой точки зрения, рассмотрев весь внешний мир, мы понимаем, что все, что делается вообще в мире, какие-то даже создаются системы, там, как бы макро даже уничтожения, они как раз-таки все больше приводят к четкой фиксации этого момента, что человек вечен, его невозможно уничтожить. С одной стороны, значит, происходит противодействие логическое или там управленческое процессу наращивания вооружений, когда люди, например, уже имеют сверхоружие, некое по глобальному смыслу уничтожения, то как раз в первую очередь существенным уровнем управления и именно выживаемости людей, пусть даже от локальных каких-то конфликтов, является личная воля, когда человек может воздействовать на оружие. А воздействовать, опять же, нужно таким образом, чтобы оружие реально не уничтожило человека. Это опять законы вечного развития. Потому что в условиях световых даже уровней управления, светооптических уровней управления, ясно, что любое воздействие, прежде всего, фундаментально должно быть по своей природе. И когда мы видим вот этот образ, который сейчас я обрисовал, в виде некой отдаленной там, галактики, да, или в виде спирали ДНК, например, то мы понимаем, что форма этого явления, она несет в себе божественную природу уже потому, что мы это воспринимаем в виде, например, каких-то огромных, ну, как бы созданных откуда-то, да, объектов, значит, при этом рассматривая, что в акте создания, возможно, Бог
принимало участие раньше, а дальше они как бы саморазвились, то здесь природа вот именно, например, встречи воскрешенного с теми людьми, кто его воскрешал, этого человека воскрешенного, или выздоровление человека, имеют природу, прежде всего, косвенно часто связанную с тем, как движется физическое тело единого Бога. Ибо оно вечно, оно не претерпевало, вообще говоря, видоизменений в уровень, например, биологического распада. И мы видим этот путь как путь, приближающийся к движению физического тела единого Бога. Потому что если путь по движению, то человек не умирает. Но для того, чтобы путь приближающийся стал истинным, то есть по движению, человек воскрес и встретился с живущими людьми, и встретился причем, например, в семье, то есть в тех условиях, где он жил раньше, то здесь вполне можно очень просто и логично решить следующую для себя задачу. Ну, например, поставить задачу выявления данного пути конкретным человеком, как координатную некую систему, даже в плоскостную. Например, перед вами лист бумаги, значит, в клетку, и мы хотим на этом листе спроецировать место, обозначив данную тетрадь или данный листочек, как, например, там, план города, куда придет воскрешенный человек, или где, значит, пройдя, человек, ну, например, там, имеющий заболевание в какой-то точке данной местности, получит излечение. Тогда мы просто-навсего проецируем описанный мной уровень, ну, в общем-то, многообразный, где два противоположных конуса, а внутри как бы тороидальная поверхность. Фактически там просто круг, да? И, ну, некая юла, скажем. По форме это похоже на юлу. И вот когда мы такую конструкцию начинаем как бы вставить в центр данного листа, например, вот лист лежит, например, здесь, и начинаем сжимать усилием духовной воли. Вот здесь важное понятие я ввел, именно духовная воля, воля Духа Бога. Для человека это духовная воля по отношению к какому-то понятию. И тогда данное сжатие приводит к локализации конкретного события, где это событие происходит. Сейчас я показал технологию, когда человек может научиться, в общем-то, развить свое ясновидение фактически, духовное, логическое, так скажем, ясновидение, идущее от гармоничного состояния тела. То есть гармония тела по отношению к внешнему миру – это тоже есть видение точности ситуации, которое изначально дано, например, Богом человеку. И здесь сразу же можно увидеть конкретное место на данной, например, тетрадке, где это происходит. Почему я сказал именно так, что сначала взять листочек, а не взять, например, бы сразу, да, карту местности. Потому что я показал, что даже листочек, который не информативен, потом несет информацию встречи. То есть вы сами сформировали, так же как и косвенный, то есть условный или там приближающийся путь воскрешенного к пути Бога, или же, например, там, больного к пути физического тела единого Бога, чтобы больной был излечен. Значит, также и здесь как бы вот этот листочек, он олицетворяет фактически приближение, да, например, к реальной карте. Но если мы посмотрим дальше, дальше есть реальная местность. Так вот, реальная местность – это есть содействие, то есть действие и Бога, и человека по развитию внешнего мира. И когда мы, например, данный процесс уже, в общем-то, рассматриваем как процесс действия, то в реальном действии, когда уже человек выходит на встречу с воскрешенным, или он оздоравливается, в общем-то, в силу социальных обстоятельств. Ведь я показал не только точку какую-то в городе, где человек, придя, например, восстановится. Как правило, это место связано с его задачами по отношению к Богу, к обществу. То есть правильное или даже иногда интенсивное выполнение своей задачи приводит к оздоровлению. Единственное, вот надо знать, где делать, да, и что по судьбе как бы написано, да, в этот момент, в эту секунду. Тогда получается, что понятие судьбы – это то, что вы формируете путем формирования же уровня управления. Вы же этот листочек положили. И потом уже приложили карту, например, да? Или там схему нанесли в виде карты. Здесь получается, что в случае встречи с воскрешенным данный процесс означает процесс
содействие по отношению к следующему развитию воскрешенного. То есть место на карте должно указывать, как человек живет нормально в данном социальном обществе, и его все устраивает, и его все приняли, например, данное действие. А процесс излечения или процесс нормирования событий – это процесс, идущий к следующему уровню развития данного города, там, данного региона или вообще пространства. То есть вот опять существует момент, где сказано и показано мной, что воскрешенный должен сначала что-то сделать, то есть некая, да, утеря опять времени в социальном аспекте. И в этом плане опять идет некий социальный уже разрыв между воскрешенным и тем, кто не умирал. Для того, кто не умирал, нужно как бы продолжать работу с Богом, с движением его физического тела, может быть, там, ходя с ним вместе, предположим, рука об руку, ну, я говорю условно, конечно, в том числе и условно, и продолжать какую-то следующую работу. В тот момент воскрешенный, возможно, должен будет сначала определять себе социальный статус в этой жизни. Поэтому, чтобы преодолеть социальную систему, например, где есть, ну, как бы некая утеря времени в социальной адаптации, многие воскрешенные проходят уровень, где они мысленно фактически, то есть за счет своего сознания, за счет, в общем-то, уровня развития своего сознания привносят структуру своего собственного тела в своем восприятии в ту область, где они находятся в центре вот своего мира, то есть там, где каждый вечен. И когда они это действие осуществляют, то социальная адаптация происходит практически мгновенно. То есть для воскрешенных существуют также определенные технологии убыстрения адаптации к миру тех, кто не умирал никогда. А в этот момент у, например, живых людей становится больше пространства для следующего действия тех живых, которые не умирали. Я употребил такое слово «никогда». Но дело в том, что когда человек живой, и он, например, родился, ясно, что он родился, у него есть метрики, ясно же, что никогда до этого момента он не умирал. Вот обратите внимание, что в русском языке существует действительно такой нюанс, не только, конечно, в русском, в переводе, во всех переводах это будет существовать, потому что это просто логический статус события. Человек никогда не умирал, потому что он родился. И когда он живет, ясно, что никогда не умирал. Ну, как бы многократное повторение одного и того же логического русла приводит к тому, что рождение – это есть факт рождения в центре того мира, где человек вечно живой. То есть само рождение всегда дает истинную структуру данного мира для родившегося ребенка. Ребенок всегда рождается в центре вечного развития. Получается так, даже логически. Ведь то, что сейчас я сказал, это логическое следствие, ну, например, предшествующей части сегодняшней лекции. Получается, что мы имеем дело вот в природе вещей с элементами реальности, которые фактически изначально устроены так, что они вечны. То есть, следовательно, здесь есть движение физического тела единого Бога. И когда мы начинаем рассматривать, как оно проявлено, ну, в случае рождения ребенка движением физического тела единого Бога является любовь Бога. То есть вот любовь, проявленная по отношению к человеку. Любовь все проявленная, не простая, в общем-то, даже, если так можно выразиться, однонаправленная или, может быть, даже иногда многонаправленная, да, любовь человека, но именно все проявленная. Вот все проявления любви, направленные, в общем-то, одновременно к какому-то конкретному человеку в конкретном месте, сразу ясно, что и мир-то построен на любви, его тело – это и есть любовь по отношению к людям. И когда вы смотрите на это высказывание, ну, как бы с другой стороны, то не видящий любовь, он не может нам однозначно воспринять, например, веру в, например, там, действующего Бога, причем такого, кто дает им полную технологию, потому что он не смотрит с точки зрения любви, а смотрит, например, с точки зрения каких-то, ну, других мотивов, там, что-то Бог должен ему дать, предположим, да, или решить какие-то вопросы. Но стоит только возлюбить Бога, он получает в себе то, что ему нужно. Он получает свой путь, который находится в центре данного изначально уровня его
развитие, его рождение с точки зрения уровня вечного развития и вечного рождения, то есть рождение в вечности. Он практически все время как бы рождается вместе с таким дискретным, как бы перманентным даже где-то уровнем состояния физического тела единого Бога. То есть для Бога каждый следующий момент, он новый. И поэтому получается сорождение с физическим телом единого Бога — это есть истинный путь, где сознание, душа человека, физическое тело человека само контролирует все процессы, в том числе свою собственную жизнь. И когда человек приходит к этому, он понимает, где его жизнь находится. Вот, например, имеется в виду в информации, конечно. Если мы рассматриваем какие-то варианты, предположим, там, сказок, да, различных, там, у Кощея Бессмертного жизнь находилась в каких-то там ситуациях закрытых, в том числе там, в некой утке даже есть такие версии, которая должна улететь. То есть показано движение, что жизнь именно вечная находится либо в замкнутой системе, ну, некая иголка в яйце, да, либо в движении. Но я так привел, в общем-то, для того, чтобы не рассматривать процесс, конечно, с точки зрения того, что это написано в сказке, а то, что есть и движение, некая замкнутая статика в виде некого там яйца, ну, как бы круга, в общем-то, тороидальной какой-то системы в том числе. И когда вы смотрите на эти процессы таким образом, то совмещение статики и движения — это есть жизнь вечная. Разница только в том, что у Кощея Бессмертного как бы получается, что она была направлена на решение каких-то его узких, например, там, ну, там, злостных, да, задач, а фокусировка в одну сторону не дает развития самой системы. Получается, что если бы он решал задачи добра, то жизнь у него и была бы вечной. Ну, он просто, видимо, не знал, так скажем. Теперь мы рассматриваем процесс, ну, например, исходя, да, из этого сюжета, процесс знания. Как только человек знает, что он может распространить, предположим, свое знание, при этом зная, где находится его вечная жизнь, то совмещение статики души, вот именно статичной конструкции, где есть все знания, и движение физического тела единого Бога, ведь Бог проявлен в том числе и в утке, в общем-то, в любом элементе реальности, и тем более в движущейся утке, то получается, что понимание, глубокое понимание своего места в этом процессе — это и есть реальная вечная жизнь человека. То есть место в уровне всеобщего действия и своего личного места в уровне действия для другого человека. Вот что ему нужно, например, научить быстро другого, да, выжить. Это первичный смысл не только выжить, а дать ему еще вечную жизнь. Вот в этом разделе моего учения, где я рассматриваю именно движение физического тела единого Бога, я рассматриваю передачу моих знаний как систему именно познания своей структуры, сущности, своего места в этой конкретной жизни по отношению к процессу именно движения, и причем локально, конечно, по отношению, локально в понятии, именно по отношению к движению физического тела единого Бога. Здесь я рассматриваю процесс очень четко взаимосвязанный с личностью человека, то есть личность одухотворенная, полная, можно так применить, да, название личности, хотя, с другой стороны, как определить, насколько полна личность, да, в плане вот его уровня развития его человека. То есть здесь полнота личности определяется знанием. То есть личность может сказать о себе, или человек может заявить, что он ощущает полноту своей личности в данном действии или в данном состоянии. И получается, что ощущение полноты личности — это, кстати, и есть здоровье, полное причем часто. Или, по крайней мере, это практическое здоровье. Так вот, состояние Бога, физического тела единого Бога, по сознанию человека может быть не совсем близко, так как вот воспринимает сознание человека, но Бог воспринимает свою раскрывшуюся личность для всех в том же самом состоянии, что он счастлив, творчески развит или на высоком творческом подъеме, когда все люди живы и здоровы. Это и есть его основная задача. И не только люди в перспективе. И получается, что соотносимо, например, с физическим телом единого Бога, физическое тело
человека, олицетворенное его собственной личностью, может вполне выполнять на уровне, ну, скажем так, своего творческого подъема в условиях осознания своего места в этом мире практически любые задачи, такие, как делает Бог. Ибо он находится в содвижении в данном случае. В данном элементе я сейчас показал то место, где, как в одном как бы экспрессе поезде, и Бог, и человек едут рядом. А если Бог едет в этом поезде, то значит экспресс безопасен, и там есть еда, да, и есть следующие события. И получается, что мы рассматриваем процесс в комплексе для того, чтобы осознать практически свое место действия как личности. Зачем мы хотим воскресить другого человека? Потому что, да, есть логические знания, что жизнь вечна, и они целевые, и они осознанные душой или там духом. Но есть знания, осознанные телом. Физическое тело человека ни при каких условиях не стремится к уничтожению или там, к самоуничтожению. По большому счету, физическое тело настроено настолько много резервно, что оно и не должно быть уничтоженным, и, в общем-то, не может быть с точки зрения как бы, правильности или оптимальности событий внешнего мира. Поэтому перед человеком стоит задача олицетворить своей собственной личностью, именно той личностью, которая понимает данное состояние, весь внешний физический мир, и в том числе внутренний мир свой. Следовательно, получается, что свой внутренний мир – это есть мир, который человек себе создает сам все-таки. То есть он формирует во многом путем преобразования внешней реальности. И, следовательно, воскрешение другого человека – это внутренняя задача человека, это его собственная, как бы нажитая задача. Понятно, что изначально человек рождается с механизмом воскрешения ну, другого, да, скажем, человека. По ряду причин он или может забываться, или сохраняться в действии, если есть знания с раннего возраста. Но именно воскрешение другого – это есть преодоление смерти фактически самим человеком с точки зрения решения божественной задачи. Показывая воскрешение, человек доказывает, и получается себе и Богу, что он находится на истинном пути. А показывая, что он не умирает, он также это доказывает. Когда все воскрешены, путь доказательства – это есть единение с Богом. Для этого воскрешены быть должны все, из этого ясно. По крайней мере, с точки зрения динамики действия ясно. Для восприятия, например, даже, ну, в общем-то, тех людей, которые впервые сталкиваются с этим понятием. И когда мы хотим преодолеть это понятие, значит, у тех людей, я имею в виду, что они впервые столкнулись, и мы хотим объяснить, что это так, очень быстро объяснить. То есть мы хотим преодолеть это понятие, трансформированное у них в сознании до уровня души, где душа еще не раскрыта к этому явлению, то достаточно им показать на устройство своего тела и души, что их душа и держит тело, что их душа устроена так, что тело, ну, как бы, получается, на душе, можно так выразиться, на информации душа, а физически это выглядит так, что в структуре физического тела человека есть определенный световой конус, и тело как бы находится на структуре души. Это вот канонический образ, который не связан с понятием, например, ауры, и не связан с понятием, ну, предположим, там, биополя. Это есть душа, которая неспослана Богом изначально. Отражение Бога, но внутрь. А внутрь отражение может происходить сверху, да, от Бога, идущего сверху, от всего, что выше, в понятии логическом. Поэтому, естественно, свет может проходить через голову и внутрь, а там он как бы распускается, получается конус. Геометрически это все понятно. Но когда мы начинаем смотреть на внешний конус, что нас ждет сверху, то мы видим то будущее, которое управляемо, ибо свет внутри, он управляем. Следовательно, чувство человека, движение чувства человека – это есть то же самое, что движение физического органа, физического тела единого Бога. А чтобы нам увидеть движение физического органа, то мы можем, в общем-то, рассмотреть следующие понятия, как движение руки Бога, ног, ну, я имею в виду рук, ног, там, головы. То есть то, что движется, мы же не смотрим внутрь, например, да, организма Бога, а мы смотрим извне. Получается, что то, что создается руками, то есть действием человека, движением, это есть внутреннее, в том числе божественное состояние. Мысли и действия даются внутренним содержанием. То есть Бог тоже привносит в нас
действие от, например, своей системы восприятия мира. Потому что вот сегодня я сказал, что человек формирует внутренний мир, а здесь я еще добавляю, что в данном контексте, именно сначала я рассмотрел, в общем-то, световой, оптический уровень проявления Бога в человеке, Бог привносит и сам. И вот когда мы смотрим пересечение этих явлений, то мы видим линию жизни человека на каждом органе, на каждой клетке. Пересечение этих элементов создает физическое тело человека. Движение физического тела единого Бога – это и есть созданное физическое тело человека. И движение физического тела человека – это есть, в общем-то, всепроявленность физического тела единого Бога в достижении каких-то своих элементов управления, то есть социальное общество развивается, например, строительные конструкции, жизнь развивается, и это и есть Бог, проявленный в созидательном действии людей. И отсюда ясно, что социальные системы, где созидание есть цель, например, какой-то цивилизации, значит, есть действие Бога, обозначенное своим, в том числе, физическим присутствием, то есть как бы конус внутрь системы. Найдя жизнь, в данном случае я сказал, что есть линия жизни на каждом органе, мы видим, что Бог вполне может ходить в виде, например, обычного, да, с виду человека, в любой социальной системе. Ибо это и есть его действие через людей. И когда мы, например, рассматриваем это логически, то что с одной стороны ясно, что Бог, конечно, может ходить, но мы же рассмотрели как бы в оптическом допуске, да, что есть пропуск Бога в эту реальность для Него самого. Как Он будет своим в этой вновь построенной среде? Потому что Он через людей заложил аспекты созидания. И созидание – это и есть своеобразный как бы пропуск для физического тела единого Бога в структуру людей. И получается, что тот, кто созидает на уровне социума, они приближены к Богу и Ему помогают в этом, ну, проводники, скажем, да, божественных идей и мыслей. И когда мы рассматриваем стыковку, например, проходит Бог, здоровается с человеком, человек быстро или мгновенно оздоравливается, то здесь элемент соприкосновения заключен в следующем. Если он здоровается за руку, это мгновенное действие. Если он кивнул, возможно, человек понял по оптике и оздоровился позже, а возможно сразу, но если захочет Бог. Получается, желание Бога – это и есть реакция человека. Подошел близко к Богу, поздоровался, оздоровился. Но тогда надо знать еще, как подойти, да, чтобы не утомить. Ну, одним словом, там существует некий кодекс поведения, обычный человеческий. Бог и человек взаимодействуют на человеческом тогда уровне. А тогда получается, что чтобы Бог имел, предположим, здесь определенную структуру поведения по отношению к человеку, в логике человека и наоборот, здесь должны быть очень четкие каноны как бы совместной деятельности, что ли, совместных работ. А каноны, они очень простые. Чтобы быть подобным Богу, то есть проще решать дела в подобных системах. Получается, человек должен быть вечен. Он может подойти по правильному пути, казалось бы, небольшие физические метры, да? Пройти 10 метров и поздороваться, но тогда он должен быть на всех уровнях вечным и быть направленным в вечность. Следовательно, жизнь в человеке, то есть все физическое тело человека – это и есть жизнь, тогда, когда человек двигается по отношению к Богу правильно. И когда я сказал «найти жизнь», да, человека, то ведь физическое тело человека, живущее, это и есть жизнь. Логически это понятно, но это понятно и духовно, это понятно и божественно. То есть здесь мы понимаем, как думает Бог про нас. И когда мы начинаем двигаться уже к себе, к своей душе, то мы видим, что воскрешен, например, он уже здесь, он преодолел вот этот оптический уровень, как бы такой фоновый, да, других людей, которые не знают о процессах, например, вечной жизни, и он находится здесь, потому что Бог же может прийти, естественно, может прийти сюда любой просветленный, воскрешенный, или даже не просветленный, но который, например, наработал очень много характеристик в оптике для своего пути. Ведь воскрешенные приходят, вырабатывая оптические элементы часто перед собой. И получается, что мы имеем данный процесс, в общем-то, управления таким образом, что вот этот выработанный определенный мостик, он как бы
не всегда может, да, лечь точно в существующий оптический уровень фонового физического мира. Поэтому часто встречи с воскрешенными затягиваются из-за этого. Но раз физическое тело единого Бога — это максимальный свет, получается, с точки зрения сознания и мира вообще, спокойно гуляет, значит, на физической реальности, то любой воскрешенный, естественно, может сюда прийти. Нет проблем. То есть я указал сейчас путь движения воскрешенного по движению физического тела единого Бога. Значит, физическое тело единого Бога — это есть путь для человека и путь для воскрешаемого и воскрешенного. То есть это есть общий путь, да? Это есть все, что объединяет и Бога, и человека, и то, что находится, значит, в отношении к воскрешенному, как путь обязательно в сторону жизни. Потому что, придя, например, в физический мир, Бог показывает, например, физически живущему человеку, например, не умиравшему, как к нему подойти одним образом, образом максимального свечения, а воскрешенному или тому, кого следует воскрешать, по-другому. Потому что воскрешенному это есть путь социальной адаптации, то есть фон как бы уровня социального, но кого еще нужно воскрешать, это вопрос к человеку, потому что Бог видит его всегда живым, и для Бога-то он жив. Следовательно, воскрешение — это вопрос к человеку. Чтобы человек из уровня как бы разреженного, да, информации, то есть из уровня, который воспринимается человеком как процесс разложения, привел бы этого человека в уровень вечный. Получается, воскрешение — это человеческий вопрос. И когда мы начинаем вот этот процесс, значит, в общем-то, рассматривать как процесс действия человека, то мы здесь видим прежде всего то, что человек хочет быть подобным Богу на всех уровнях, потому что он знает, что он это может делать. То есть он именно знает. Вот. И когда мы видим это знание, ясно, что многие люди, значит, могут, значит, переходить, предположим, да, или, по крайней мере, раньше переходили, значит, до уровня биологического разложения, потому что он знает, что он освоит технику восстановления тела и получит свое живое тело. То есть знание, которое есть, позволяет преодолевать, ну, как бы в будущем систему этого распада, да, биологического. И получается, что вот это знание, оно таково, что, значит, когда человек, пользуясь данным знанием, например, попадает в биологический распад или там проходит через теорию реинкарнации, предположим, практику реинкарнации, то он это проходит, потому что он уверен, что никаких-то, в общем-то, проблем нет, он же все равно восстановится. Казалось бы, есть определенные, значит, да, законы биологического развития, но это было до времени, когда не было еще ядерного оружия. Как только ядерное оружие появилось, которое может уничтожить всю цивилизацию, законы радикально видоизменились. Я имею в виду в том числе химическое оружие, бактериологическое и так далее. То есть, когда появились средства уничтожения людей, воспроизведенные самими людьми, то вот этот процесс знания, он может быть таким, что человек, который, например, знает, пусть он очень просвещенный, и знает, что он восстановит свое физическое тело, исходя из законов, например, да, вечного развития мира, значит, что он придет в этот мир, но возникнет следующий тогда для него вопрос. А данный мир будет ли существовать, успеет ли он вообще прийти куда-то? И вот перед воскрешенными сейчас стоит вопрос быстрее адаптировать социальную систему. Значит, кстати говоря, чем быстрее люди научатся самостоятельно излечивать свои собственные заболевания, тем быстрее они покажут, что тело полностью регенерируемо. Это большой вклад в структуру именно вечного развития, реального развития вечного человека. И получается, что сейчас человеку не надо умирать ни при каких знаниях, логически. Потому что здесь он может повлиять и подействовать на то, чтобы не было глобального уничтожения. Когда он находится вне, например, да, биологического тела, с точки зрения людей, на информацию людей он не может радикально влиять. Его, да, видит Бог живым, но влиять на информацию людей так устроено будет человек, который именно живет. Поэтому получается, что вечно живущий человек — это есть вечное развитие, вечное совлияние
ну, человека друг, например, на друга. И когда люди влияют взаимно друг на друга, то мы видим, что мы получаем истинную жизнь, когда она направлена в бесконечное развитие. И это и есть проявление движения физического тела единого Бога, это и есть движение физического тела единого Бога. Вечная жизнь – это и есть движение физического тела единого Бога. И когда мы приближаемся к этому движению, то мы видим конкретно физическое тело единого Бога. Тогда мы видим его конкретный облик, облик человека. И смотря на него, вполне можно решить, в общем-то, прикладные даже, да, свои моменты управления, какие-то личные задачи. Но по делам и по задачам Бога, опять же, не надо забывать макроспасение, макроуправление и одновременно норму всех событий. То есть фактически я сейчас привел к тому, что показал, как найти физическое тело единого Бога и как его увидеть. То есть в каком месте и как это сделать, и как получить управление. По возможности это сделайте и получите конкретную практику. Я имею в виду по возможности, то есть, как обычно, предлагаю это делать не конкретно там сейчас и сразу, когда вы захотите, чтобы была свободная воля, а лучше это сделать обязательно многократно. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.